Здравствуйте, друзья! В эфире Геоэнергетика Инфо. Максим Радайкин и сегодняшний мой собеседник Александр Фролов. Здравствуйте! Здравствуйте, здравствуйте. Транзита газа из России больше не будет. Украина может быстро восстановить транзит газа через свою газотранспортную систему, но не российского, а азербайджанского, заявил Зеленский. По его словам, Азербайджан добывает порядка 40 миллиардов кубометров, а ему нужно в год всего лишь 15-20, и вот на это будет жить Европа. Александр, вам слово. Там еще один веселый момент. Зеленский, значит, якобы, судя по нашим новостям, заявил, что Азербайджан может поставлять 20 миллиардов кубических метров в Европу вместо текущих там 10. И, мол, вот эта разница может пойти через Украину, поэтому давайте мы можем быстро восстановить прокачку. Понятно, что у нас уже прокомментировали вполне очевидную вещь, касающуюся общей границы. Ну, знаменитая общая граница между Украиной и Азербайджаном. Вот, эта общая граница называется Россия. Через территорию России, соответственно, надо будет поставлять этот газ, если он чисто теоретически будет идти. Но я бы обратил внимание не на вопрос границы, который, ну, как бы и мы тут говорили, и сейчас вот говорят. Я бы обратил внимание на эти 20 миллиардов кубов. Откуда Зеленский их взял? Взял он их из договоренностей между Азербайджаном и Европейским Союзом. То есть сейчас номинальный объем поставок газа из Азербайджана в Евросоюз составляет действительно, ну, 10 миллиардов кубов. Реальный объем порядка 12 миллиардов кубов, но это не принципиальная разница. Поставки идут по Южному газовому коридору. И мы уже как-то говорили о том, что Алиев летом 2024 года начал задавать неудобные вопросы Евросоюзу, мол, ребята, а кто оплатит расширение Южного газового коридора, чтобы мы могли поставлять вам в 2 раза больше газа? Ну, то есть в 2 раза больше номинального в первую очередь объема, то есть если номинальный 10, то 20 миллиардов кубов будет поставлять Азербайджан. Казалось бы, ну вот, значит, Алиев говорит, что какой-то газ есть, если он хочет денег на какое-то расширение. Но я напомню, во-первых, что расширение – это дело не одной минуты, не одного часа, не одного дня, даже не одной недели и даже не одного года. Это проект, который будет реализовываться, ну, так, несколько лет. Если очень поторопиться, ну, не знаю, года за 2, наверное, можно уложиться. Но вот это то, что нужно делать уже сейчас. Мы в 2025 году находимся, чтобы начать поставки в 2027 году. А откуда взялся 27 год? Возвращаемся. Зеленский говорит, 20 миллиардов кубов Азербайджан может поставлять, давайте, мол, через нас. Зачем, мол, тратить, видимо, ну, какая-то такая мысль, зачем тратить эти деньги на строительство какого-то там расширения Южного газового коридора? Это система магистральных газопроводов, идущая по территории Турции, Балкан, в Италию. Вот. И она обеспечивает поставки газа не только в страны Европейского Союза, но также немножечко идет в Сербию, и порядка там 6 миллиардов кубов может получать Турция. Чтобы организовать поставки, вот, чтобы удвоить поставки в Европу, нужно расширить мощности по направлению Европейского Союза. Но расширить их планируется к 2027 году. Притом планируется – это слово, которое не очень подходит для данной ситуации. В 2022 году Азербайджан и Европейский Союз в лице Алиева и госпожи фон дер Ляйен подписали, ну, меморандум о том, что Азербайджан к 2027 году удвоит поставки. Сейчас номинально 10, будет 20. Ну, понятно, если можно при номинальных 10 поставлять 12, значит, можно будет при удвоении поставлять 24. Красота, замечательно. Проблема есть одна. Сейчас этого газа нет. То есть, понимаете, какая штука? Газ сначала продают, а потом добывают. И где-то между этими двумя составляющими, если вдруг есть такая необходимость, строится газотранспортная инфраструктура. Либо в виде трубопроводов, либо в виде завода по сжижению газа. Ну, здесь речь идет о трубопроводной инфраструктуре. Когда господин Зеленский заявляет про 20 миллиардов кубических метров, он, как бы так помягче выразиться,
не ведает, что творит. Ну, то есть, дорогой друг, ну, кому-то ты друг, не нам, конечно. Так вот, Володымир, вы понимаете, в чем дело? 20 миллиардов кубов у Азербайджана нету, которые можно было бы поставлять через Украину. 10 миллиардов нету, которые можно поставлять через Украину. Они планируются к 27 году. И планируются, я еще раз подчеркиваю, это аванс. Это такое, знаете, вот прям я очень повышаю статус того документа, который был подписан главами Евросоюза и Азербайджана, словами планируется. Потому что этот документ, это мы намереваемся, мы предполагаем, а неплохо было бы. И, собственно, слова Алиева, которые были произнесены летом 24 года о том, что, ребят, где деньги? Лишний раз это обстоятельство подчеркивает, потому что Евросоюз кричит, мы откажемся от ископаемого топлива к 50 году. С 30-х годов мы начнем внедрять водородную генерацию. Откажемся от ископаемого топлива вообще, от газа в частности. Сейчас закроем угольные электростанции, потом закроем газовые электростанции. Точнее, нет, не закроем, а переоборудуем их на водород. В этих условиях Азербайджану предлагается найти деньги, построить трубу и начать поставлять газ. Сколько будет газ стоить, неизвестно. Потому что цена газа привязана к биржевым котировкам, а с биржевыми котировками может быть все, что угодно. Они могут быть $40 за 1000 кубических метров, они могут быть $3600 за 1000 кубических метров, могут держаться на уровне 250, 400, 500. Никто не знает, что дальше будет с этими котировками. Есть разные варианты развития событий, и для Азербайджана в этой ситуации главное следующее, что шансов вернуть вложенные в трубу деньги практически нет. Нет, если газ будет стоить $3000, ну, тогда шансы не просто есть, а точно деньги отобьются. Инвестиции будут возвращены в полном объеме, и даже небольшая шапочка будет сверху. Но проблема в том, что гарантий высоких цен нет. Контракт привязан к биржевым котировкам. Деньги иди сам найди, построй трубу, а мы посмотрим. Ну, меморандум мы подписали, но... А за этим меморандумом есть какие-то контракты? Нету. Контрактов нету. Поэтому куда сейчас будет поставляться газ? Кому будет сейчас поставляться газ из Азербайджана? Неизвестно. Ну а так как неизвестно, то его не добывают. Добывают то, что можно поставить в данный момент. И поставляют. Поэтому, когда пан Зеленский заявляет про 20 миллиардов, подразумевает, сейчас Азербайджан может удвоить, он не может сейчас удвоить. Чтобы сейчас удвоить, нужно было позавчера, и позавчера это в кавычках, потому что это на самом деле в позапрошлом году где-то так, начинать какие-то работы по расширению добычных мощностей. Ну, хотя бы года два назад, знаете, хотя бы вот в позапрошлом году. А лучше было вот так вот еще более заранее. Есть контракты? Нет контрактов. То есть подписали меморандум в 2022 году, подпишите контракты. Начинайте разрабатывать месторождение, параллельно стройте газотранспортную инфраструктуру, чтобы к 2027 году поставлять. Нет, если Азербайджан исходит из того, что, ну, будет труба, хорошо, не будет трубы, ай-яй-яй, найдем какие-нибудь возможности, если труба будет, не обязательно вкладываться в добычу газа, потому что можно купить у России и перепродать. Ну, если такой вариант, то, конечно, можно не вкладывать в развитие месторождений. Но тут мы вешаем еще одну звездочку, точнее, сразу две звездочки. И вернемся к первой, про которую я только что чуть ранее сказал. Итак, что же это за звездочка над нашими этими поставками из Азербайджана? Звездочка это называется ситуация января 2025 года, когда сначала Болгария, а потом Сербия получили сообщение: ребята, у нас некоторые проблемы на Шах-Денизе, это, собственно, месторождение основное, мы приостанавливаем поставки. Может, быстро разберемся, может, не быстро разберемся, пока непонятно. Нет, разобрались относительно быстро, поставки начали восстанавливать, но... А есть гарантии, что такое не произойдет еще раз? Еще 2 раза, 3 раза? Ну, то есть, если гарантии есть, хорошо.
Но, знаете, осадочек должен был остаться. Потом мы вот эти две чудесные звездочки повесили над объемами, идущими из Азербайджана без организации добычи, без расширения мощностей. Ну, в таком случае ситуация выглядит следующим образом. Можно взять газ у России, пустить газ через Украину, и его получат словаки, австрияки, итальянцы, ну, то есть вот все, кто получал до 8, хотел сказать до 8 часов 1 января, на самом деле где-то до 2 января, ну, это ладно, там просто газ, который поступил на прокачку до 8 утра 1 января, его же прокачивали, поэтому поставлялся газ чуть дольше, чем он поступал на прокачку. Поэтому не суть. В общем, все те, кто через Украину, через украинский коридор получал газ, ну, будут его получать. Причем тут Азербайджан? То есть Азербайджан в этой схеме становится просто неким, давайте мягко скажем, хабом. Или это не в обиду Азербайджану, народу Азербайджана, руководству Азербайджана, это чтобы подчеркнуть суть происходящего. То есть Азербайджан выступает в качестве такой прокладки между Россией и покупателями в Евросоюзе. Но просто иначе эту ситуацию воспринять будет нельзя. Еще раз, у Азербайджана сейчас нету газа для того, чтобы компенсировать, ну, 2/3, тем более 100%, 10 миллиардов кубов, это примерно 2/3, от того газа, который Россия поставляла через украинский коридор европейским покупателям. Его нету, ну просто нету, его неоткуда взять. Поэтому либо пан Зеленский имеет в виду, что где-то в 27 году не надо трубу строить, начинайте расширять месторождение, а уж и наш газ, в смысле через нас, газ может идти, хочешь в Словакию, хочешь в Австрию. Договориться, правда, с ними надо, но вы же договоритесь, вы же практически европейцы, как и мы. Поэтому вы договоритесь, все будет хорошо, давайте газ через нас. И тут последний момент, который хотелось бы проговорить. А продавать будет Азербайджан, ну, понятно, не как страна, там, как вот местный хозяйствующий субъект, или подразумевается, что все-таки европейские компании на границе России и Азербайджана или на границе России и Украины будут становиться собственниками этого газа. Вот если на границе России и Азербайджана, это вдвойне будет смешно, потому что здесь просто, ну, Азербайджан такой, да, мы хаб, мы вот всем своим видом подчеркиваем, мы хаб. Притом чисто физически ситуация не будет какой-то иной, если собственность будет переходить на границы России и Украины, где бы она ни проходила. Но суть в чем? Господину Зеленскому было бы неплохо, ну, чьему-то господину, там говорят, у него есть какие-то подчиненные, так вот, чьему-то господину Зеленскому неплохо было бы в своей речи продумать чуть четче мысль, когда у Азербайджана и откуда у Азербайджана возьмутся там 10 миллиардов кубов, тем более 15, это же вообще невероятно. Тем более 20, друзья мои. Это плюс 20 или вы о чем, молодой человек? Кто должен договариваться с европейцами о такой интересной схеме? Потому что у них нет контракта с Азербайджаном на данный момент. Поэтому ты кому и чего предлагаешь? Ты предлагаешь этим людям бежать в Азербайджан договариваться? Так для начала надо с Россией и Азербайджаном договориться. Как бы вместе, сразу, одновременно. С тобой для этого говорить, наверное, не обязательно. Ну и последнее. А Азербайджан в курсе? Вот в этой всей истории было бы интересно узнать, в курсе ли таких свежих предложений Азербайджан, который чей-то господин Зеленский подразумевает, что у него есть какие-то свободные объемы газа, которые он готов продать. Хотя вот, пожалуйста, в январе были даже прерывания поставок тех объемов, которые без того идут из Азербайджана, а это примерно 250 миллионов кубических метров газа в неделю. И вот 2 недели люди сидели на сухом пайке. На этом, дорогие друзья, на сегодня все. Александр, большое спасибо за комментарий. Друзья, подписываемся на Александра Фролова, подписываемся на Геоэнергетика Инфо. Ссылки будут в закрепленном комментарии и в описании к данному ролику. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, чтобы мы и дальше также бодро вещали на всех площадках без монетизации. Спасибо, до новых встреч. Да, дорогие друзья, на нефтегазовую игру, это телеграм-канал мой, подпишитесь, и на телеграм-канал Инфотек тоже, если можно, подпишитесь, заходите. Заходите также на сайт Инфотек.
Фатех. На сегодня все. Всего хорошего.